Итак, мы приступаем к разбору двигателя ОМ501. Двигатель снят с машины не у нас. К нам привезли только сам двигатель. Проверять. Будем разбирать его полностью, дефектовать и, возможно, даже собирать. Так, приступаем мы к разбору двигателя. Начнем снимать впускной коллектор, откручивать выпускной коллектор и снимать головки блока цилиндров. Приступим. Итак, вот уже первая проблемка образовалась. У нас летела корова масла. То есть здесь сильно увеличен зазор. Предварительная теперь у нас оценка, что это у нас съеден толкатель распредвала и, соответственно, распредвал. Состояние ужатое. Так, вот подразобрали. Теперь будем откручивать головки и смотреть. Самое интересное, теперь нам вот этот цилиндр еще тоже. То есть у нас в этом цилиндре зазоры большие, а здесь у нас прокладочка впускного коллектора просто вот такая порвана. И теперь вопрос, набрало ли туда песка, повредило или нет. Сейчас снимем головки, увидим. Итак, состояние гильз у нас в среднем тут неплохое. Хон есть, но пролысины и задирчики в принципе тоже имеются. Этот мы сейчас опустим, посмотрим. Этот со впускным коллектором с прокладкой проблемы. А тут у нас как раз вот были удары клапаном. Клапан, поршень встречались. И здесь у нас серьезные задиры. Вот здесь тоже. Один шестой цилиндр у нас сильно задранный. Сейчас мы провернем, посмотрим еще пятый и первый. Итак, пятый у нас имеет такие пролысины и задиры. Первый, как ни странно, не поврежден. То есть пыль, возможно, и не попадала. Ну, сейчас самое интересное, будем доставать толкатели, смотреть их состояние. Побитый толкатель. Первый цилиндр. Опа. Все. Шпонкой уперся и не вылазит. Шпонка скривилась. Шпонка почти готова была выскочить, но удержалась. Ну и все-таки добыли. Так, это у нас выпуск. Второй цилиндр. Впуск. Третий цилиндр.
Здесь тоже чуть-чуть выпуск третьего цилиндра. Просто мясо. Вот у нас четвертый. Целый относительно. Самый интересный кулачок. Ролик отсутствует. Просто выбилось все. Раскрошился весь. Осталась только внутренняя обойма. А наружного нету. Бил он здесь. Здесь шпонки отсутствуют. И скорее всего там все разбито тоже в блоке. Он крутился уже. Он даже сильно поврежден. Смотрите насколько. Тоже шпонки. Уже начал стираться. Плоский стал. В итоге у нас хана блоку. Сейчас попробую его показать. Так. Вот они все толкатели. Итак, достав толкатели, мы понимаем, что он нам блок распредвал уже не жильцы. Ага. Будем сейчас снимать еще ПЛД секции, смотреть их, ну и разбирать дальше двигатель. Начнем ПЛД секции снимать. Здесь у нас ролики тоже накатанные. Ролики толкателей, то есть ПЛД секции у нас тоже все повреждены и требуют замены. Распредвал, скорее всего, в очень хуевом, плохом, извиняюсь, состоянии будет. Вот так вот мы подразобрали состояние двигателя у нас уже. Далее мы снимаем турбину с коллекторами и скручиваем, снимаем сцепление. Сцепление двухмассовое, значит, был самосвал. Дальше откручиваем все трубочки и поворачиваем. Так, вот такого состояния теперь у нас разобранный двигатель. Сняли корпус сапуна, открутили. И топливные все трубки, воздушные трубки. Сняли сцепление. Переходим мы на перед. Будем разбирать перед двигателем.
Ремень у нас под замену, в плохом состоянии. Скручиваем помпу. Помпа у нас тоже шелестит уже, шумит. Интересно. Решили скрутить масляный фильтр и обнаружил на нем вот такие вот частицы сверху. Почему-то только сверху. И весь тут блестит по-тихому, да. И тут он подблескивает. Прям по кругу блестит золото моториста. Видимо, где-то еще нас ждут сюрпризы впереди. Ой, что еще у нас тут? Что это тут? Этот двигатель не перестает меня удивлять. Вот сколько тут куски стружки. Здесь у нас обнаружены резинки. Кусочки резины. Резиновые куски откуда-то прилетели. Будем искать. И вот такие вот куски. Полагаю, что там еще и втулка распредвала. Ой, либо втулка распредвала провернута, покрошилась, либо втулка пальца. Шатуна, в смысле, втулка шатуна. Вот, смотрите-ка. То есть здесь и вот здесь вот у нас скопилось очень много всяких кусков. Так, вот до такого, собственно, состояния мы его разобрали. Разобрали перед. Все поснимали, проводку сняли. Теперь мы его переворачиваем, чтобы снять поддон и достать поршневую. Ну что ж, в такого состояния мы его разобрали, перевернули. Продолжим разборочку. Открутим сейчас кондей, генератор, снимем поддон, будем доставать поршня. Задрано полностью.
втулкой вместе вылезла. Вот эта втулочка приклеилась. Надо ее сдирать. Так, подоставили мы распредвал под вытащение. У нас вот этот вот ролик, кулачок, который грыз больше всего, он сильно погрызанный. Соответственно, от нагрева, от трения грелся распредвал и приклеила втулку распредвала. Она тут приклеена к распредвалу, втулка распредвала, соответственно, проворачивался в блоке. Блок у нас как посадочные толкатели, направляющая разбита, также и втулка распредвала вылезла. То есть его под замену либо восстанавливать. Подведем итоги. У нас провернула втулку распредвала. Из-за того, что вот так вот сгрызла толкателем сам распредвал, толкатели в таком состоянии, это вот этот, который грыз. Все остальные тоже имеют дефекты. Коленвал у нас БФ. По вот этой шейке от втулки распредвала пробежалась чуть-чуть стружка. Имеются задиры. Полировать и ремонтировать. Но еще сначала надо будет промерить. Кожух имеет трещины под замену. Поршня задиры как минимум на 4. Их надо будет менять. Также задиры в гильзах. И что у нас еще в ПЛД секции? ПЛД секции тоже имеют накатанные на роликах, то есть ролики надо менять. Вот такой расход. Никогда так не говорил, но, по-моему, здесь проще поменять двигатель. Ну вот, друзья, клиент нашел ДВС на просторах интернета и привез его к нам на диагностику и докомплектовку под его двигатель. Согласовал он с продавцом только осмотр цилиндров камерой, поддон скрывать нам не разрешили. Но посмотрим хотя бы состояние цилиндров. Он хороший, да? Поршень почти сверху. Горчик есть, но фон прям до самого верха. Ну. Хорошо. Яркости добавим. Да, вон какие-то слегка, вот видишь. Вот про эти вот я говорю. Это ты сейчас фасунку снял, да, потекнул? Это возможно, да. А вот эти вот полоски почему-то не до самого верха, где-то на середине. Ну понятно, что да, он уже побегал. Здесь вот вроде бы и хорошо. 5-й. Ой, ну здесь что-то пиздец. Там что-то произошло. Надо его поршень вниз опустить. Здесь и задиры, и пролысины, и все это, да? Да, здесь уже серьезные задиры, очень серьезные.
до самого, ну-ка, вот они, вот, видите, до самого верха. То есть кольцами вот это все задирает. Этот цилиндр уже не жилец. Какой у нас третий цилиндр? Второй посмотрели, теперь третий. У нас тоже имеются задиры. Также до самого верха. То есть гильзы надо менять. Гильзы, кольца и, возможно, поршня. Это минимум что. О. Задиры серьезные. Посмотрели, собственно, двигатель. Двигатель не очень в хорошем состоянии, как и говорили всегда. При покупке двигателя таких контрактных всегда есть риск попасть не на очень хороший двигатель. И данный двигатель у нас по цилиндрам. Что там дальше, мы еще не знаем. Гильзы знаем, что плохие. Распредвал, коленвал и блок, соответственно, пока в неизвестном состоянии. Вот у нас владелец данного автомобиля, который купил этот мотор. Купил он его за 1 000 000 рублей. Значит, продавец уверял, что двигатель из Германии, все отлично, ставишь и поехал, гарантия месяц, вопросов никаких нету. Но как бы разбирать не давал. Вот уговорил вытащить форсунки, хотя бы посмотреть поршневую группу. Ну, вот сами видите результат. 3 гильзы задранные. Вот. Что дальше с коленвалом и всем остальным, Бог его знает. Ну, принято решение возвращать деньги, компенсацию не хотят, никакие уступки не идут. Поэтому мотор вернем, деньги заберем. будем искать другой. Да, будем искать другой. Все, спасибо.